Я не очень люблю об этом говорить. А я слово «обосрался» не знаю, как заменить русским другим словом. Ну, надо понимать, что этот процесс-то неостановим. Но из того, что я вижу сейчас, я вижу, что команда способна развиваться, и я надеюсь, что это все подтвердится. После Нового года пришлось сделать вынужденную замену. Жимка и Шалфей по позициям разные игроки. Соответственно, они по-разному ведут себя в игре и разные, естественно, исполняют задачи на карте. Сейчас, на данный момент, с приходом Саши в команду, у меня все достаточно неплохо сформировалось в голове по поводу вот дальнейшей работы вот именно конкретно с этим составом. В чем заключается именно форс на результат, то есть как это происходит. Команда не наигрывает новых вещей. Убрать из игры какие-то ключевые ошибки и, соответственно, на этом построить итоговый результат. То есть надо все время искать какие-то новые вещи, либо постоянно пытаться менять какие-то комбины, менять какие-то структурные вещи в раунде и так далее, и так далее. Действовать по принципу «делай и учись». А, соответственно, игра на результат, она предполагает, что ты ничего нового уже не делаешь, то есть ты просто нарабатываешь игру команды в данный момент. Но это процесс, который нужен этому составу, этой команде, и я убежден в том, что данный состав способен добиться достаточно многого именно при полноценной работе уже. То есть 1,5 месяца для любой команды это срок достаточный при условии, что она знает, как подходить к тренировочному процессу. Отработка мап-пула, то есть всех карт, которые будет играть команда, это отработка каких-то новых идей, новых позиций, новых комбин, опять же, да. То есть это процесс именно там сыгрываемости команды. В чем заключается основной конфликт? Опытные игроки понимают игру лучше, чем молодые. И глядя на молодых игроков, они сразу, заранее предполагают, что вот если сделать вот так, так и так, то это будет лучше, чем сделать так, так и так. А молодые игроки этого не видят. И в результате, когда молодой игрок делает, соответственно, не то, что нужно по ситуации, то, соответственно, у опытного игрока возникают вопросы «как?». У меня, как у тренера, эти вопросы не возникают, потому что, я тренер, я видел и молодых, и опытных игроков, и для этого, собственно, нужен тренер. То есть, чтобы, во-первых, не давать этим конфликтам разрастаться, то есть, чтобы осадить, например, опытного игрока и сказать ему, что, типа, прекрати, пожалуйста. То есть, не надо так разговаривать, например, да. А с другой стороны, объяснить молодому игроку, что типа он действительно сыграл неправильно, поэтому. Он капитан команды, он обязан с этим справляться. Да, ему тяжело, да, он горит, да, в силу еще своей эмоциональности, действительно у него бывает, что его заносит. Но он справляется, он просто терпеливо ждет. То есть он ждет, пока он мне доверяет, он в ребят верит. То есть он просто ждет, пока это все начнет работать, и пытается как-то в этом тоже принять участие, помогает мне. Гриша тоже мне очень много помогает вот в плане именно работы внутрикомандной. Вообще история с тем, что команда начинается не с сервера, она начинается с личной жизни, да, вот с жизни команды. Это, для меня, как для тренера, это история номер 1. То есть для меня сначала должна быть команда вне игры, а потом она становится командой в игре. И именно для этого существуют буткемпы. То есть буткемпы нужны не для того, чтобы люди на сервере вместе были, да, они как раз существуют для того, чтобы люди видели друг друга, видели глаза друг друга, чтобы они привыкали друг к другу, чтобы они видели реакции. Потому что мы не можем, на самом деле, сидя по разные стороны экранов, мы на самом деле не можем оценить человека. То есть мы можем либо ему поверить на слово, либо других вариантов у нас нет. И когда ты видишь глаза человека, ты знаешь, правду он говорит тебе или нет, договаривает он что-то или нет, искренен он или нет. Это понимают на интуитивном уровне все. И в итоге именно так и происходит процесс отладки команды. То есть он начинается с реальной жизни. В итоге все равно конечная проверка это все равно будет минор. Просто потому, что это в СНГ, это дедлайн всегда для любого состава. По факту минор это стартап, то есть для команды это стартап, если она попадает на мейджор через минор, для нее это стартап в плане приглашения на какие-то серьезные турниры и так далее, и так далее. То есть если за эти 1,5 месяца команда реально бустанется, прям это будет видно и со стороны в том числе, и мне это будет видно изнутри,
и я буду видеть, какие гаечки и винтики правильно друг с другом скрутились, а какие не хотят скручиваться, да, то, соответственно, это и будет тем самым дедлайном. То есть дедлайн заключается в том, способна ли команда вот в этом составе развиваться. Но из того, что я вижу сейчас, я вижу, что команда способна развиваться, и я надеюсь, что это все подтвердится.